В Бэдфорд-Фоллс был промозглый осенний день, и холодный ветер гулял по тихим улочкам маленького городка. Мэри Августа Уиллис, 80-летняя женщина, стояла у себя на кухне и готовила простой суп на ужин. С тех пор, как Генри Гаусс, ее муж, скончался, в доме стало еще более тихо, пустота эхом отдавалась в каждом углу. Они были женаты почти 50 лет, очень долго. Но все же это казалось мимолетным, когда она думала о тех моментах, которые они разделили. Не имея детей, Мэри посвятила всю свою жизнь любви к Генри и теперь оказалась одна, обремененная горем и рутиной, которая больше не удовлетворяла ее. Однако в тот день у судьбы, казалось, были другие планы. Мэри пригласили на церковный обед, и хотя ей не особенно хотелось покидать свой дом, она решила пойти. Приглашение поступило от ее давней подруги Сары, которая настаивала на том, что ей нужна компания. Когда Мэри приехала, ее тепло встретила небольшая община, люди, которых она знала десятилетиями. Церковь была одним из немногих мест, где она все еще чувствовала себя комфортно, особенно после смерти Генри. Наливая себе чашку чая, Мэри услышала, как кто-то окликнул ее по имени. «Мэри Августа, это ты?» Она обернулась, и сердце ее замерло. Перед ней стоял Томас Макгрегор, мужчина, которого она не видела более 60 лет. Глаза Мэри расширились от удивления, и на поверхность всплыло старое, почти забытое воспоминание. Томас был ее первым парнем в подростковом возрасте, до Генри, до всего остального. Их пути разошлись, когда Томаса призвали на Корейскую войну. Война унесла его далеко, и их переписка в конце концов поредела и прекратилась. Слева. Мэри продолжала жить своей жизнью и в конце концов встретила Генри. «Томас?» – прошептала Мэри, все еще пребывая в шоке от того, что увидела его здесь. Время было благосклонно к Томасу. В свои 82 года он по-прежнему сохранял безмятежное поведение и любопытный взгляд юности. На нем были заметны следы старости, но энергия и жизнелюбие, которые она помнила, все еще сияли в его улыбке. «Я не могу в это поверить», — сказал Томас, смеясь и подходя ближе. Прошло столько лет. Их разговор начался осторожно, с вопросов о прошлом и о том, что произошло с каждым из них с тех пор, как они виделись в последний раз. Томас рассказал о своей жизни после войны, о своей женитьбе на другой женщине и о том, как он овдовел всего несколько лет назад. Мэри поделилась историями о Генри и о том, как изменилась ее жизнь после его смерти. В последующие дни Мэри и Томас стали встречаться чаще. Они вместе гуляли, вспоминая старые истории, но также и создавая новые воспоминания. Рядом с ним Мэри испытывала растущее чувство умиротворения, чего она не ожидала испытать снова в своей жизни. Жизнь как будто предлагала ей второй шанс на счастье, и она постепенно начала в это верить. Отношения между Мэри и Томасом развивались естественным образом. Со временем они часто посещали одни и те же места, делясь не только воспоминаниями, но и спокойным общением, без напористости юношеского романа. Это было спокойствие, которое могли понять только те, кто прожил долгую жизнь. Несмотря на обстоятельства, они оба неожиданно обрели счастье в обществе друг друга. Однажды утром Мэри, как и многие другие, отправилась на свою обычную прогулку в парк. Это была привычка, которую она приобрела после смерти Генри, способ оставаться активной и очистить свой разум. Бэдфорд-Фоллс с его усаженными деревьями улицами и спокойными дорогами был идеальным местом для ее прогулок. Но в тот день произошло нечто необычное. Проходя мимо городской библиотеки, Мэри почувствовала острую боль внизу живота. Сначала она пыталась не обращать на это внимания, думая, что это просто небольшой дискомфорт, усилие. Она продолжала идти, но боль усиливалась, распространяясь внезапно и мощно. Она остановилась, наклонилась вперед,
пытаясь сделать глубокий вдох, но это было бесполезно. Через несколько секунд Мэри упала на тротуар возле библиотеки. Соседи, которые хорошо знали ее, бросились на помощь. Через несколько минут прибыла машина скорой помощи, которая доставила Мэри, потерявшую сознание, в больницу Бетфорда. Больница. Когда она очнулась, то обнаружила, что лежит на больничной койке, окруженная монотонным писком оборудования и холодным стерильным светом люминесцентных ламп. У нее слегка болела голова, и она все еще ощущала тупую боль внизу живота, но это было терпимо. «Что случилось?» «Что случилось?» — слабым голосом спросила она, оглядываясь по сторонам. Медсестра с нежной улыбкой подошла и положила мягкую руку ей на плечо. «Вы упали в обморок на улице, но сейчас вы в безопасности. Доктор скоро придет, чтобы поговорить с вами», — сказала она успокаивающим тоном. Мэри кивнула, все еще несколько смущенная. Вскоре в палату вошел доктор Сэмюэл Паркер, глава медицинской бригады. Он был опытным человеком с многолетней практикой и отличался серьезностью человека, повидавшего все на своем веку. «Миссис Уиллис, мы провели несколько тестов, и я хотел бы обсудить с вами результаты», — начал он твердым, но уважительным голосом. «Тесты?» Мэри все еще пыталась осознать серьезность ситуации. Доктор Паркер глубоко вздохнул, словно подыскивая подходящие слова, чтобы объяснить то, во что даже он сам с трудом мог поверить. «Сначала мы подумали, что это может быть связано с вашим сердцем или, возможно, с вашим преклонным возрастом. Но тесты показали нам нечто совершенно неожиданное», — сказал он, на мгновение остановившись. «Ты беременна». «Беременная?» Мэри несколько раз моргнула, не понимая. «Беременна? В 80 лет? Это было невозможно. Это должно быть какая-то ошибка. Доктор, я...» Она начала протестовать, но доктор Паркер покачал головой, подтверждая, что это правда. «Мы провели тесты несколько раз. В этом нет никаких сомнений. Ты беременна, и не одним, а 2 детьми. Близнецы». В комнате воцарилась полная тишина. Мэри уставилась на доктора так, словно услышала жестокую шутку. Беременная, прожившая всю жизнь бездетной, с ощущением пустоты рядом с Генри, она в 80 лет была беременна двойней. Новость поразила ее, как бомба, ошеломив. Доктор Паркер продолжила. «Учитывая ваш возраст, эта беременность подвергает вашу жизнь чрезвычайному риску. Нам нужно срочно обсудить возможные варианты. Я настоятельно рекомендую прервать беременность, чтобы сохранить ваше здоровье». Мэри почувствовала, что земля уходит у нее из-под ног. Слова доктора эхом отдавались в ее голове, но внутренний голос, древняя и могущественная интуиция, заставила ее отрицательно покачать головой. «Нет, доктор, я не могу прервать беременность, не могу», — сказала она с твердостью, которая удивила даже ее саму. Это было невероятно, но реально. Это было чудо. Пока она была в больнице, Томас пришел навестить ее. Как только он вошел в палату и увидел бледное лицо Мэри, он понял, что что-то ужасно не так. Он подошел к кровати, сел рядом с ней и крепко взял ее за руку. «Мэри, что происходит?» — спросил он с тревогой в голосе. Мэри глубоко вздохнула, с трудом подбирая слова. Взгляд Томаса, такой знакомый и успокаивающий, придал ей смелости сказать правду. Смерть. Она пообещала себе, что будет честна, какой бы абсурдной ни была ситуация. «Томас, я беременна», — сказала она дрожащим голосом. Она наблюдала, как удивление на его лице медленно сменяется недоверием. «Беременна, но...» Томас замолчал, не зная, как продолжить. Слова застряли у него в горле. Он уставился на Мэри, пытаясь осмыслить то, что только что услышал. В свои 82 года, вдовец, он думал, что повидал все, но это...
Это было что-то, что он не смог сразу осознать, продолжила Мэри, не дав ему времени ответить. И дело не только в этом. Они близнецы. Тишина в комнате становилась все более напряженной. Томас посмотрел на нее, словно ища в глазах Мэри какой-то намек на то, что это было недоразумение, сон или жестокая шутка. Но ничего этого не было. Только сюрреалистическая правда. Томас начал спрашивать, но быстро понял, что на этот вопрос нет ответа. Он глубоко вздохнул и чуть крепче сжал руку Мэри. «Мэри, ты собираешься пройти через это?» — осторожно спросил он. Мэри на мгновение закрыла глаза, позволяя слезам скатиться по щекам. Она думала об этом бесчисленное количество раз с тех пор, как доктор сообщил ей эту новость. Доктор Паркер был непреклонен в отношении рисков. Она могла умереть, если бы вынашивала беременность до срока, и, скорее всего, не пережила бы роды. Но в то же время она чувствовала, что происходит нечто большее, что находится за пределами ее понимания. Это был подарок, который она никогда не ожидала получить, и мысль о том, чтобы отказаться от него, была просто немыслимой. «Я знаю, что это могло стоить мне жизни, Томас», — прошептала она, — «но я не могу сдаться. Я не могу». Томас вздохнул, вытирая слезу, которая незаметно скатилась по его щеке. Сильный, спокойный человек, который всегда относился к жизни рационально, теперь оказался полностью обезоруженным. Он испытывал смешанные чувства: страх за Мэри, неверие в сложившуюся ситуацию и неожиданную надежду. «Вверх, если ты считаешь, что должна пройти через это, тогда я буду на твоей стороне», — твердо сказал он. Последующие дни были для нее как американские горки. Мэри боролась со своими страхами, пытаясь сосредоточиться на мысли, что так или иначе это было благословением. Вещь. Томас делал все возможное, чтобы быть постоянной поддержкой, хотя втайне боялся того, что могло случиться. Несмотря на то, что их сердца разделились, в одном они были уверены. Эти дети представляли собой нечто большее, чем логика или наука. Они были последним подарком, кульминацией всего, чем Мэри жила. Возможно, они были ответом на ту пустоту, которую она и Генри испытывали столько лет. В маленьком городке Бэдфорд-Фоллс ходили слухи. Слухи о том, что происходило в жизни Мэри Августы Уиллис, начали распространяться. Не прошло много времени, как новость о беременности Мэри Августы Уиллис распространилась по всему городу. Бэдфорд-Фоллс. Сначала это были просто слухи, которые передавались шепотом, но вскоре история набрала обороты, и каждый уголок маленького городка гудел от предположений. 80-летняя женщина, беременная двойней. Этого никто не мог понять. И на следующее утро, после выписки Мэри из больницы, возвращаясь домой, она уже чувствовала на себе любопытные взгляды соседей. Проходя мимо местной пекарни, куда она ежедневно ходила за хлебом, она услышала шепот. «Вы слышали о Мэри? Говорят, она беременна в свои 80 лет», прошептала одна женщина другой. «Это не может быть правдой. Это должно быть медицинская ошибка или какая-то странная болезнь», скептически ответила другая. Другие, однако, смотрели на ситуацию иначе. Местная церковь, которую Мэри и Генри посещали на протяжении десятилетий, быстро мобилизовалась. Пастор, человек пламенной веры, публично заявил, что Мэри была благословлена божественным чудом. Он организовал молитвы в ее честь, и некоторые религиозные горожане начали воспринимать ее беременность как доказательство Божьего вмешательства в жизнь Мэри. В то же время местное медицинское сообщество было в шоке. Случай Мэри стал предметом обсуждения среди экспертов. В город начали прибывать репортеры, привлеченные необычной историей. Местные газеты и телепрограммы хотели узнать больше о чудесным образом забеременевшей женщине. Тихий Бэдфорд-Фоллс, который всегда был сонным, небогатым событиями местом, теперь оказался в центре внимания.
Мэри, однако, не хотела огласки. Она чувствовала себя неуютно из-за того, что ее личная жизнь обсуждалась по всему городу. Больше, чем когда-либо, ей хотелось тишины и покоя, чтобы справиться с беременностью, которая с каждым днем становилась все тяжелее. Утренняя тошнота, неожиданная для женщины ее возраста, стала постоянной. Она чувствовала непреодолимую слабость, и ее ежедневные прогулки, которые когда-то доставляли ей удовольствие, теперь казались изнурительной рутиной. Тем временем в больнице напряжение среди медицинского персонала продолжало расти. Доктор Сэмюэл Паркер, который с самого начала советовал прервать беременность, все больше беспокоился о рисках. Напротив, молодая медсестра по имени Грейс Хэллоуэй выделялась своей непоколебимой поддержкой Мэри. Мэри. Грейс, которая недавно потеряла ребенка из-за выкидыша, восприняла беременность Мэри как нечто экстраординарное, настоящее чудо, которое не поддается медицинскому пониманию. Она твердо верила, что у Мэри должен быть шанс донести беременность до срока. «Доктор, я знаю, вы считаете, что прерывание беременности – лучший вариант. Но что, если мы имеем дело с чем-то, выходящим за рамки медицины?» – спросила Грейс во время собрания персонала. «Сестра Хэллоуэй, мы не можем основывать наши решения на чудесах». С каждым днем давление росло. Репортеры толпились у дома Мэри, надеясь сделать какие-нибудь снимки или заявления. Церкви организовывали бдения, и мнения в городе все больше разделялись. Некоторые искренне верили в чудо, в то время как другие опасались за здоровье Мэри и беспокоились о последствиях беременности. В своем доме Мэри старалась не обращать внимания на хаос, царивший снаружи. Томас был ее опорой, всегда был рядом, помогая ей справляться как с физическим, так и с эмоциональным дискомфортом. Они говорили о будущем, представляя, какой будет жизнь с малышами. Несмотря на весь страх и неуверенность, были моменты, когда Мэри позволяла себе мечтать. Томас, со своей стороны, лелеял эту надежду. Как ты думаешь, даже несмотря на постоянное беспокойство, они будут больше похожи на тебя или на меня? Однажды он пошутил, пытаясь разрядить тяжелое настроение, и нежно погладил Мэри по руке. «Может быть, у них будет твоя улыбка?» Она ответила усталой, но искренней улыбкой. Они обе знали, что шансы были не в пользу Мэри. Но, как всегда, громче всех говорило ее сердце, верившее, что, несмотря ни на что, эти дети родятся. Маленький городок Бэдфорд-Фоллс, затаив дыхание, ждал исхода этого чуда или надвигающейся трагедии. Месяцы пролетели быстро, и состояние здоровья Мэри Августы ухудшилось предсказуемо, но болезненно, как все и опасались. Каждое посещение больницы выявляло новые проблемы. С каждой неделей нагрузка на ее организм возрастала, а трудности с дыханием, ходьбой и даже сном становились почти невыносимыми. Доктор Паркер все больше убеждался, что Мэри не переживет беременность, в то время как сестра Грейс оставалась неизменным источником поддержки. Томас не отходил от Мэри ни на шаг, держа ее за руку бессонными ночами, когда боль становилась невыносимой, успокаивая ее добрыми словами. Но он также знал, что время на исходе. По лицу Мэри он видел, что, несмотря на ее силу и решимость, она была измучена. Их разговоры о будущем стали реже, сменившись молчанием, полным неуверенности. «Я не собираюсь сдаваться, Томас», — сказала однажды Мэри слабым, но решительным голосом. «Я знаю, что ты этого не сделаешь», — ответил он с грустной улыбкой. «Но тебе не обязательно делать это одной. Я здесь и всегда буду рядом». Дни становились длиннее, и в Бэдфорд-Фоллс пришла зима, принеся с собой пронизывающий холод, который еще больше усилил боль Мэри. Беременность достигла своей завершающей стадии. В любой момент могли появиться на свет дети, но риск для Мэри был огромен. Врачи опасались, что ее организм не выдержит родов, и Томас, хотя и пытался сохранять надежду, разрывался на части. Когда этот момент наконец настал,
Это было посреди морозной ночи. Мэри проснулась от сильной боли, не похожей ни на что, что она испытывала раньше. Она сразу поняла, что происходит. Ее малыши были готовы появиться на свет. Томас, стоявший рядом с ней, увидел панику в глазах Мэри и быстро позвонил в больницу. Через несколько минут к их дверям подъехала машина скорой помощи, и Мэри была доставлена в больницу Бетфорда. В больнице царила напряженная атмосфера. Все знали, что поставлено на карту. Врачи и медсестры сновали туда-сюда, готовя операционную. Доктор Паркер был там с мрачным лицом, в то время как сестра Грейс с ее непоколебимой верой стояла рядом, готовая оказать Мэри любую необходимую помощь. «Мэри, нам нужно срочно сделать кесарево сечение. Ваш организм не справится с естественными родами», сказал доктор Паркер серьезным, но профессиональным голосом. Мэри, которая была уже измучена, а родовые схватки становились все сильнее, слабо кивнула. Томас стоял рядом с ней, крепко сжимая ее руку. Он знал, что в любой момент может потерять ее, но ничего не мог поделать, кроме как оставаться там и ждать. В операционной царило почти осязаемое напряжение. Мэри чувствовала себя слабее, чем когда-либо, но, как ни странно, она была спокойна. Ей казалось, что Генри был рядом с ней, как будто он каким-то образом присматривал за всем и давал ей силы, необходимые для того, чтобы пережить этот момент. Она посмотрела на Томаса, который наблюдал за ней полными слез глазами, и мягко улыбнулась. «Все в порядке», – прошептала она. «Они скоро родятся». Врачи начали процедуру, и время, казалось, остановилось. Каждая проходящая секунда была битвой для Мэри и мучением для Томаса, который с тревогой ждал за дверью операционной. Комната. Он молчал, мысленно молясь о чуде. Казалось, что каждое движение врачей длилось целую вечность. Затем, наконец, по палате разнесся звук, которого все так ждали, плач ребенка, за которым вскоре последовал другой. «Это здоровые близнецы», — объявила одна из медсестер, растроганно улыбаясь. Мэри, измученная и мокрая от пота, не смогла сдержать слез, когда на мгновение взяла на руки обоих младенцев, мальчика и девочку, свои маленькие чудеса. Ее глаза сияли, когда она смотрела на малышей. Перед ее мысленным взором промелькнуло лицо Томаса, и на мгновение она почувствовала умиротворение. Снаружи Томас тихо плакал. Он не мог поверить своим ушам. С малышами все было в порядке, но прежде чем он успел обрадоваться, один из мониторов в операционной внезапно громко запищал. Врачи начали лихорадочно действовать. Быстро. Что-то было не так. Мэри почувствовала, что силы быстро покидают ее, веки отяжелели, а тело начало поддаваться усталости. Бросив последний взгляд на своих детей и Томаса, она мысленно попрощалась со всеми. И затем, как будто все это было подстроено силами, находящимися за пределами ее понимания, Мэри закрыла глаза в последний раз. Она ушла с миром, зная, что выполнила свое предназначение. Снаружи срочно вызвали Томаса. Когда он вошел в палату, то увидел своих детей на руках у медсестры и безжизненное тело Мэри на кровати. Он упал на колени, охваченный неописуемой глубокой болью. Тихие слезы текли по его лицу, когда он наблюдал, как любовь всей его жизни наконец-то обрела покой.